Друзья, всем большой привет, и я рада приветствовать вас на данном мастер-классе. И сегодня предлагаю сделать вот такие праздничные серьги, используя технику аппликации и технику имитации вязания из полимерной глины. За основу я буду использовать белый оттенок пластики. У меня это артефакт классический белый номер 101. И для начала хорошенечко разминаю глину, доводя ее до мягкого состояния и подготавливая к лепке. Для одной пары сережек хватит около 2 ребер от целого брюска пластики. В создании полимерных нитей мне поможет экструдер. Если у вас его нет, ничего страшного, так как полимерная глина артефакт хорошо вытягивается в тонкую ровную ниточку с одинаковым диаметром. Использую насадку с одинаковыми круглыми отверстиями. Диаметр одного отверстия 3 мм. Таким же диаметром получатся будущие полимерные нити. Теперь нам нужно скрутить 2 ниточки в общий канатик. Я начинаю скручивать полимерную глину так, чтобы витки получились одинаковыми и ровными. Если где-то получаются погрешности, просто возвращаюсь и скручиваю глину немножко сильнее. Старайтесь сделать все витки одинакового размера. Для того, чтобы имитация вязки получилась реалистичной, одни веревочки мы закручиваем в левую сторону, а другие в правую. И тогда при складывании рисунка мы сделаем имитацию вязаного узора. Определяемся с катером необходимой формы. Я использую вот такой круг. И на глаз на нитях отмечаю расстояние для будущих 2 заготовок для сережек. Приступаем к созданию вязаного полотна. И у меня еще осталась парочка вот таких пустых нитей, которые я также добавляю к нашему рисунку. В высоту полотно получиться должно слегка больше, чем тот катер, который вы выбрали за основу. Чтобы нити лучше приклеились друг к другу и ровно ложились на основу, помогаю себе лезвием. Я вот так подправляю каждую ниточку, приклеивая ее к предыдущему ряду. Вырезаем заготовки сережек. Так как мой катер имеет еще и круглое отверстие по центру, то у меня остается вот такой круглый бублик, а центральную заготовку я буду использовать на швензы. Вот так заготовки выглядят до оформления. Приступаем к созданию новогоднего декора. Я начну с листвы, и для нее буду использовать 3 оттенка зеленой полимерной глины. Пластику раскатываю в тонкую ниточку и нарезаю на маленькие одинаковые срезы. Из срезов катаю шарики и каждому шарику придаю форму вытянутой капельки. Сделав 3 оттенка крохотной листвы, приступаю к созданию цветочка пуансенти. Для нее использую классическую алую полимерную глину. Для одного цветочка используем 6 лепестков. И для их создания использую вот такой маленький катер, можно воспользоваться круглой формой. Вырезаю полукруглую форму, переворачиваю катер и снова срезаю лишнюю глину, оставляю пухленький лепесточек. Используя такой прием, вы можете контролировать толщину будущих лепестков. Я их делаю толстенькими и стараюсь сделать максимально ровной формы. Приступаем к созданию рисунка. Для этого можно использовать иглу или зубочистку. У меня это вот такие металлические инструменты. Для начала делаем бороздку по центру. Далее, как на обычных листочках, рисуем полосочки слегка под углом с каждой стороны лепестка. Прорисовав основные прожилки лепестка, добавляем крохотные маленькие под каждой боковой насечкой. Используя классический травяной, делаем 4 крупных листка. Тем же катером вырезаю заготовку листа. Далее острым лезвием срезаю лишнюю глину по краю. Вот такой листочек у меня получается. И так же, как в варианте с лепестками, я прорисовываю на нем прожилки, но делаю их не такими частыми. Приступаю к созданию объемного рисунка на сережках, начиная со светлой листвы. Располагаю листочки по центру каждой заготовки на одном расстоянии. Расположение каждого листочка я чередую, то есть я не делаю рисунок сначала на одной сережке, а потом перемещаюсь на вторую. Нет, я чередую расположение каждого листочка, чтобы в окончательном варианте у нас рисунок получился максимально одинаковым. Размещаю по 3 светлых листочка и, постепенно поднимаясь кверху, начинаю добавлять листочки более темного цвета. Приклеиваю каждый листочек к основе, нанося на него бороздку по центру.
Располагаем крупную листву на заготовке на одном расстоянии друг от друга. Приступаем к сборке цветка. Сначала приклеиваем 3 лепестка нижнего ряда. Следующий ряд размещаем, заполняя пустое пространство предыдущего. И таким образом у нас складывается рисунок общего цветка. Центр цветка и маленькие листочки я хочу украсить бульонками. И для того, чтобы их крепко закрепить на полимерной глине, использую термоклей. Капаю по капельке термоклея в центр каждого цветка и добавляю его небольшое количество в те места, где хочу украсить бульонками дополнительно листву. На этом этапе сережки отправляем на первичный обжиг, придерживаясь той температуры, которая указана на упаковке вашей полимерной глины. Или если вы уже работали с пластикой, придерживайтесь своей стандартной температуры обжига. После того, как серьги обожгутся и остынут, следует убрать неровные края заготовки. Я для этого использую вот такую шлифовальную машинку. Можно воспользоваться обычной мелкозернистой наждачной бумагой. Крепим соединительную фурнитуру на заготовке. Я использую золотые пины и колечки. Колечки использую для того, что хочу добавить еще и по бусинке по центру каждой сережки. Промазываю небольшим количеством термоклея заготовки и, используя небольшой кусочек пластики, приклеиваю колечки к обратной стенке заготовок. Чтобы пин хорошо зафиксировать на заготовке, придаю ему форму крючка и также, используя термоклей и кусочек сырой глины, закрепляю пин на обратной стороне сережки. Гвоздик от пусеты приклеиваю по центру заготовки, фиксируя ее также свежей пластикой. И растягиваю пластику до краев всей заготовки, чтобы сгладить место стыка. И площадка получилась ровная, а сережки не приносили дискомфорта при носке. Дополнительно добавляю пин для крепления основы с подвеской. И снова отправляю заготовки на обжиг в духовой шкаф, придерживаясь все той же температуры обжига. После обжига изделия дожидаемся, чтобы глина остыла. Пины скручиваем в петельку и соединяем заготовки друг с другом. Я на подвеску креплю вот такую сахарную бусину, это стекло. Потому что мне кажется, что золотой оттенок бусины отлично пишется в данную композицию, и она гармонично будет смотреться с цветом самой фурнитуры. И вот такие праздничные новогодние серьги у меня получились. Я очень надеюсь, что данный мастер-класс вам пригодится и вдохновит на создание своих интересных украшений. Всем спасибо за просмотр, всех целую и до новых встреч!